Здравствуйте! Открываю серию видео «Популярные советы, которые калечат психику». Принцип серии таков. Берем популярный совет из интернета, часто звучащий как истина, и разбираем его вместе со мной. Говорим о том, почему это звучит привлекательно. Говорим о том, что на самом деле происходит в психике. Иногда говорим о том, что происходит в теле, то есть о физиологии и нервной системе простыми и понятными словами. И в конце обязательно даю лайфхак, как более зрелую опору. И сегодня выпуск второй. Просто думай позитивно, и все изменится. Такой популярный, присутствующий в интернете совет. И в этом есть часть правды. Фокус внимания действительно влияет на состояние. Но есть вопрос, который почти никто не задает. Что ты делаешь с тем, что не позитивно? Со злостью, которая долго присутствует, с тревогой, которая захватывает мысли, определяет выбор, решение, с обидой, как чувством, когда нельзя злиться, и одновременно бессилием, как отношением к чему-то, к кому-то. Если этому нет места, это не исчезает, это вытесняется. Например, приведу такой пример с такой страной, как Япония. Там есть практика, где люди могут физически выражать напряжение. Бить предметы, манекены, как будто выпускают накопленную злость, или, как говорят, выпускать пар. И это важный момент. Даже в культурах, где принято сдерживаться, создаются формы выражения негативных эмоций и чувств. Потому что эмоция уже есть внутри, и это снимает одну важную вещь, делает это нормальным. Что во мне есть злость, и это нормально, и в другом есть злость, вот бывает, и это нормально. Во многих культурах есть такие традиции, как крик, прокричать, проплакать или какие-то телесные ритуалы, потому что эмоции нужно прожить, а не отменять. Психика не умеет не чувствовать, она умеет только чувствовать или подавлять. И когда мы думаем позитивно и запрещаем все остальное, психика делает следующее. Это хорошо, можно, это плохо, нельзя. Это расщепление. А тело не делит эмоции на хорошие или плохие. Это так невозможно, так не работает наша нервная система. Она продолжает чувствовать все, и внутри накапливается напряжение. И получается странное состояние. Снаружи я позитивный, внутри тревога и усталость. Какой из этого можно сделать вывод? Позитивное мышление работает только тогда, когда оно не отменяет реальность, не отменяет всех других эмоций, чувств и переживаний. Когда есть место всему. Это не про делай или не делай так или так-то. Это про то, что психика сложнее, чем советы из интернета. Спасибо за внимание. До следующих встреч, до следующего видео. Пока-пока.